На крошечных островах Вануату посреди Тихого океана до сих пор каждую весну мужчины местного народа совершают невероятно опасный обряд, который даже у опытных путешественников вызывает дрожь. Его название переводится буквально как «прыжки с башни». Для жителей деревень это настоящий экзамен на зрелость, где цена ошибки — жизнь. Сотни людей собираются у башни, сделанной из дерева и лозы, высотой до 80 футов. По меркам местных жителей, чем выше прыгнешь, тем больше уважения заслужишь. На самом верху стоят юноши, некоторые не достигли и 12 лет. Их ноги обматывают лианами, которые должны удержать в последний момент. Перед прыжком мальчики прощаются с матерями, а ведь далеко не каждый выжил после полета вниз. Обряд сопровождается диким криком, громкими песнями и ритуальными танцами, а каждый прыжок знаменует новый этап в жизни семьи. Корни обряда уходят в глубокую древность. Легенда гласит, что первая женщина прыгнула с башни, спасаясь от гнева мужа. Со временем этот поступок превратился в испытание для юношей, и каждую весну мужчины и мальчики вновь взбираются на башню. Многие прыгуны выбирают высоту более 60 футов, чтобы продемонстрировать бесстрашие. Лианы замеряют вручную, если они окажутся слишком длинными или короткими. Исход может быть фатальным. Зрители замирают, когда несущийся вниз человек сталкивается с землей, иногда даже лицом вниз. Шрамы и раны после прыжков считаются символами силы и доблести. Несмотря на опасность, сбрасывать с себя страх юноши обязаны ради признания в племени. Обычай настолько необычен, что велись настоящие споры, стоит ли его запрещать, но местные жители считают его своим священным долгом. А пока где-то в долине на рассвете разгорается новый костер, ведь следующая ночь готовит еще более загадочный ритуал, до которого мало кто из чужаков был допущен. Тайные ночные обряды на Тибете. Когда ночь опускается на высокогорные деревни Тибета, начинаются приготовления к необычному празднику, о котором предпочитают редко говорить вслух. Местные монахи и старейшины собирают семьи у костров, чтобы провести тайный обряд — пир в честь теней предков. В отличие от обычных поминальных традиций, здесь все происходит только после заката. Вход для посторонних запрещен, и даже молодые жители деревни впервые допускаются к ритуалу лишь после особого разрешения. Обряд начинается с того, что женщины в темных одеждах разжигают специальные лампы из ячьего масла. Свет таких ламп мерцает в ночи, отбрасывая странные силуэты на стены домов. На землю выкладывают хлеб, мясо, высушенный сыр и кружки с молочным чаем. Считается, что предки приходят на запах угощения, чтобы разделить трапезу с потомками. В это время мужчины собираются в отдельной комнатке и варят особый суп из 7 ингредиентов, каждый из которых должен напоминать о прошедших поколениях. Как только за горами пропадает последняя полоска дневного света, старший монах начинает читать древние тексты на языке, который уже почти никто не понимает. В этот момент в доме запрещено разговаривать, даже дети должны молчать. Затем в комнату выносят фигурки предков, сложенные из теста и ткани. Их размещают в центре стола и по очереди обливают масляными каплями, чтобы задобрить духов и избавить семью от бед на целый год. Пир длится несколько часов. Никто не пьет и не ест, пока старейшина не даст знак. Первые куски хлеба и мяса обязательно бросают в открытое окно, чтобы угостить тех, кто не смог прийти из-за дальнего пути в потусторонний мир. Только после этого разрешается угощаться самим. В конце ночи еду, которая осталась, забирают за пределы деревни и оставляют у заброшенного храма для голодных призраков. Местные верят, что если кто-то нарушит последовательность действий, то на всю деревню обрушатся болезни и неудачи. Все детали обряда тщательно хранятся в тайне, даже название праздника запрещено произносить вне семьи. Некоторые европейские путешественники пытались проникнуть на ночное пиршество, но их быстро выводили прочь местные мальчишки. Обряд уходит корнями к древним шаманским обычаям и, несмотря на давление времени, выжил почти без изменений. А там, где совсем недавно в ночи прятались призраки, уже готовятся к совершенно другой, не менее пугающей традиции. Зубы предков на волосах, жуткие амулеты Тувалу. На далеких атоллах Тувалу, потерянных среди синих просторов Тихого океана, каждое поколение хранит странную и жутковатую семейную реликвию — амулет из зубов предков, вплетенный в волосы. Основу этих амулетов составляют настоящие человеческие зубы, которые снимают с умерших родственников сразу после похорон. Обрядом руководит старший мужчина семьи. Он бережно выдергивает зубы у покойника, иногда даже предварительно обрезая волосы, чтобы будущий амулет был особенным. Полученные кости тщательно моют морской водой, затем натирают маслом кокоса, а после высушивают на солнце. Вечером, когда на остров опускаются длинные тени, женщины племени собираются в круг. Среди них всегда есть та, кому предстоит испытание.
Ей заплетают волосы в сложные косички и незаметно вплетают в пряди зубы умерших. Считается, что так духи предков будут защищать девушку, а сама она получит силу и выносливость своих родственников. Каждый амулет уникален, ведь в одной косе могут оказаться зубы бабушки, дяди, прапрадеда, иногда до 4 поколений сразу. Носить такие украшения разрешено не всем. Например, если в семье кто-то был изгнан или совершил страшное преступление, его зубы никогда не вплетают в волосы. А вот зуб младенца, наоборот, считается самой сильной защитой от злых духов и неудач. Иногда амулеты передают по наследству, но чаще обновляют при каждом большом событии в семье: рождении ребенка, свадьбе, постройке нового дома. Во время праздников женщины с амулетами собираются на пляже у костра. Там они проводят особый танец, а каждая коса с зубами мерцает в свете огня и звенит, когда девушки двигаются. Сейчас традиция становится все более редкой, но в некоторых деревнях старейшины до сих пор хранят маленькие мешочки с зубами на случай особых семейных событий. И когда последние искры затухают в ночи, на другом континенте уже мечут раскаленные угли, где вера испытывается не родством, а силой духа и тела. Хождение по огню в Болгарии — испытание веры и тела. Когда на болгарской земле наступает весна, а долгие ночи все еще холодны, в одном из горных селений зажигаются десятки костров. Здесь у подножия небольшого храма собирается целая община, чтобы провести один из самых необычных и опасных обрядов Европы — хождение по огню. Местные называют его нестинарством. Все начинается с того, что мужчины разбрасывают по земле сухие дубовые поленья и разжигают пламя. За считанные минуты от древесины остаются только раскаленные угли, а в воздухе встает аромат горящего леса. Пока угли тлеют, женщины и мужчины в старинных белых рубашках собираются в хороводе вокруг костра. Обряд проходит под ритмы барабанов и пронзительный звук болгарской волынки. Из толпы выходят избранные. Их называют нестинарами. Они не едят и не пьют за сутки до церемонии, а накануне всю ночь молятся перед иконами местных святых. Перед самой прогулкой босые ноги натирают розовым маслом. Считается, что так кожа не лопнет от жара. Когда настает время, нестинары заходят на горячие угли. Под ногами трещит и дымится почти 12 футов сияющей краснотой, а температура на поверхности достигает более 1000 градусов по Фаренгейту. Ходят не быстро, а будто в танце, иногда останавливаются и делают крутые повороты. Глаза нестинаров прикрыты, они будто не видят ничего, кроме своей веры. Зрители молчат, любое слово может нарушить магию момента. После круга по углям участники выходят, и их ножки проверяют старейшины. Если есть ожоги, их тут же смазывают смесью меда и трав, но зачастую кожа остается совершенно чистой. Местные уверены, что во время нестинарства человек защищен высшей силой. Сам обряд длится минут 10, но накал страстей, музыка и напряжение не спадает еще долго после окончания. Когда последний нестинар покидает раскаленные угли, начинается пир и веселье. Люди верят, что это испытание убережет их деревню от бедствий и болезней целый год вперед. А тем временем, совсем в другом уголке планеты, ожидает еще более суровая традиция, где человеческая жизнь раньше нередко становилась жертвой ради уважения и страха. Охота на головы, забытые традиции племени Ибан в джунглях острова Борнео, где влажный воздух смешивается с дымом костров, племя Ибан веками прославилось своим жутким и беспощадным обычаем — охотой на головы. Еще в середине 19 столетия английские колонизаторы рассказывали о целых деревнях, где на длинных шестах у домов висели человеческие черепа, трофеи, которыми гордились мужчины. Для Ибана охота на голову была не просто войной, а главным обрядом инициации, переходом из подростка во взрослого воина. Молодые парни отправлялись в джунгли в составе специальных дружин, вооруженных длинными копьями, мачете и тяжелыми деревянными щитами. Перед походом старейшины проводили сложную церемонию, окуривали оружие дымом лесных трав, затем каждый воин должен был провести ночь в полном молчании. Считалось, что только так духи леса будут благосклонны и приведут к удаче. Когда на рассвете тропы скрывались в тумане, мужчины исчезали из деревни иногда на несколько дней. Их цель — застать врага врасплох, одержать быструю победу и принести домой голову соперника. Возвращение охотников всегда было громким праздником. Вся деревня собиралась у реки. На острых копьях мужчины несли отсеченные головы, покрытые густыми волосами. Женщины разжигали костры и приносили жертвенные дары: бананы, куриные яйца, рисовые лепешки. Черепа после специальной обработки развешивали на балках дома, между которыми сооружали особые гамаки из коры. Здесь, по верованиям Ибана, духи убитых становились хранителями семейного очага и помогали урожаю. Иногда трофеи использовали и в ритуалах дождя.
Считалось, что если принести свежую голову, гроза придет быстрее. Для молодежи главное испытание заключалось в том, чтобы в одиночку добыть хотя бы один череп. Только после этого юношу посвящали в настоящие мужчины и позволяли жениться. Иногда на крупных праздниках до сих пор можно увидеть стариков с ожерельями из миниатюрных деревянных голов, напоминание о том, что для Ибана уважение племени когда-то стоило чужой жизни. Но даже самые мрачные ритуалы иногда сменяются совершенно неожиданными традициями, которые, наоборот, дарят шанс на счастливое будущее там, где надеяться, казалось, уже не на что. Причудливое спасение судьбы в Индии. В индийском штате Мадхья-Прадеш, когда судьба девушки кажется навсегда испорченной, семьи прибегают к ритуалу, от которого волосы встают дыбом даже у местных жителей. Здесь верят, если на ладони невесты появляется особый узор или ее гороскоп сулит беду будущему мужу, спасти может только свадьба с деревом. Родные втайне выбирают старое дерево с толстыми корнями, украшают ствол цветочными гирляндами, а рядом устанавливают глиняные светильники. Девушка, нарядившись в свадебное сари, проходит через все этапы настоящей церемонии. Ей рисуют хной узоры, надевают украшения, а в руках настоящий букет. Проводит обряд брахман, приглашенный из соседней деревни. Он читает священные тексты, обходит дерево с девушкой по кругу 7 раз, а родители бросают в корни рис и сладости. В определенный момент на дерево перевязывают красную нить, символизирующую союз двух судеб. После всех ритуалов гости громко хлопают в ладоши, а родители угощают всех местными лепешками и сладостями. Считается, что в этот день дух дерева примет на себя всю негативную энергию, отведет несчастье от невесты и откроет ей путь к счастью. Через несколько дней после церемонии дерево срубают и закапывают подальше от дома. Только после этого девушка считается свободной. Теперь она может выйти замуж за человека, не опасаясь несчастий. Некоторые семьи проводят брак с банановым стволом или кустом туласи, если неподалеку не растет подходящее дерево. Иногда подобный обряд назначают и мальчикам плохой судьбой. Эта традиция встречается и сегодня в сельских районах Индии, несмотря на протесты и запреты властей. Родственники идут на все, чтобы снять проклятие, ведь для них важнее всего счастье дочери. И пока праздничные огоньки мерцают у подножия священного дерева, в другой части Африки женщины собираются в темных комнатах, чтобы совершить обряд, скрывающий в себе целую жизнь эмоций и слез. Плачущие женщины — традиция оплакивания живых в Чаде. В самом сердце Сахеля, среди пыльных улочек Чада, каждая весна начинается с необычного ритуала, который многие считают одним из самых загадочных в Африке. С наступлением сумерек в маленьком доме собираются женщины всех возрастов. Они заранее надевают старые длинные платья и завязывают головы полосатыми платками. Атмосфера напряженная, ведь сегодня им предстоит оплакивать не умерших, а живых, своих собственных мужей, братьев или даже сыновей. В центре комнаты расстилают грубый ковер, на него опускаются участницы обряда, становясь в тесный круг. Крестьяне и старейшины деревни считают, что этот обряд нужен для защиты семьи от бед и привлечения удачи в дом. Женщины начинают громко рыдать, но делают это по особым правилам. Каждая должна произносить имя близкого, будто прощается с ним навсегда. Некоторые стонут и бьют себя в грудь, другие закрывают лица ладонями, а самые старшие ведут почти песню, ритмичную и тягучую, напоминающую старинные причитания. Всю церемонию сопровождают специальные бубны и погремушки из тростника, громкое эхо которых уносит голоса за пределы дома. Рядом все время дежурят мужчины, которым нельзя входить в комнату, но они прислушиваются к плачу. Плач может продолжаться часами, иногда женщины теряют голос и падают на пол от усталости. После обряда они обязательно умывают лица коровьим молоком или льют на волосы особый настой из местных трав. Самое удивительное, после церемонии мужчин встречают, как будто они вернулись с долгой войны. Женщины подают воду, моют ноги братьям и мужьям, а дома развешивают новые талисманы из пестрых тканей. Этот ритуал много раз пытались запретить представители других культур, но семьи в Чаде до сих пор собираются для ночного оплакивания живых, веря, что ни одна буря, ни одна болезнь не сможет навредить тем, кого защитили слезы и громкие причитания. Среди всех необычных традиций мира именно такие обряды напоминают. Самые сильные ритуалы часто скрыты от чужих глаз и продолжают жить, пока звучит голос и память о близких. Самые сильные ритуалы часто скрыты от чужих глаз и продолжают жить, пока звучит голос и память о близких.